Привет! Сегодня у нас на разборе одна из самых, пожалуй, безумных и одновременно красивых идей из тех, что мы видели в последнее время. Да, идея действительно смелая. В исследовательском отчете, который мы сегодня смотрим, предлагается взглянуть на Вселенную не как физик, а скорее как... Системный архитектор. И это, как я понимаю, не просто красивая метафора. Совсем нет. Смотрите, современная физика, по сути, уперлась в стену. У нас есть две гениальные теории. Общая теория относительности, Да, которая описывает гравитацию, космос, да. и стандартная модель, которая описывает квантовый мир. И проблема в том, что они, несовместимы. Они просто не говорят на одном языке. И гипотеза, которую мы разберем, предлагает такой радикальный выход. Именно. Что, если мы вообще ищем ответ не в той плоскости? Что, если фундаментальная реальность — это не материя и энергия, а Информация. и вычисления? То есть мы сегодня будем, так сказать, взламывать код самой реальности. И будем использовать аналогии из мира, который многим знаком, из мира компьютеров. Да, наша миссия — разложить эту сложную модель на понятные части. Вселенная как операционная система, Пространство как код с защитой от ошибок. законы физики как самообучающаяся нейросеть и самое невероятное — время как блокчейн. Что ж, звучит как настоящее детективное расследование в основах мироздания. Давайте начнем с главного, с операционной системой Вселенной. Давайте. Авторы отчета утверждают, что наши текущие физические теории похожи на старую монолитную операционку. Что это значит на простом языке? Представьте себе старую версию Windows или Linux. В ней все было, так сказать, свалено в одну кучу, в монолитное ядро. Драйверы, файловая система — все вместе. Именно. Драйвер видеокарты, сетевой драйвер — все работало на одном самом глубоком уровне. И если в одном маленьком драйвере случался сбой, что происходило? Вся система падала. Знаменитый синий экран смерти. Точно. Один сбой и полная катастрофа. И вы хотите сказать, что современная физика — это такой же синий экран? В каком-то смысле да. У нас есть точки, где наши лучшие теории просто ломаются. Это сингулярности? В черных дырах, например. Да, в центре черной дыры или в момент большого взрыва уравнения там перестают работать, выдают бесконечность. Это и есть наш системный сбой. И в монолитной вселенной такой сбой должен был бы обрушить всю реальность. Именно. Но этого же, очевидно, не происходит. Вселенная продолжает работать. Значит, нужна другая архитектура. И в отчете предлагается микроядерная? Да. Это как современные сверхнадежные системы. Есть такая операционная система CL4. Ее код математически доказан как безошибочный. И в чем идея? В самом ядре оставляем абсолютный минимум. Только то, без чего система в принципе не может существовать. А все остальное? А все остальное — драйверы, сервисы, приложения — выносятся на пользовательский уровень. Если драйвер видеокарты упадет, вы увидите черный экран, но сама система-то продолжит работать. Ошибка будет изолирована. Хорошо, если перенести эту аналогию на реальность, что тогда остается в этом сверхнадежном микроядре Вселенной? Какие самые базовые правила? Их всего 3. Первое — это квантовая информация, кубиты. Фундаментальные биты реальности. Так. Второе — унитарность. Это правило, которое, грубо говоря, гласит, что информация никогда не исчезает. Она может меняться, но не уничтожается. И третье? И третье — квантовая запутанность. Это фундаментальная связанность между этими битами информации. Вот, собственно, и все. Это ядро. А все, что мы знаем, пространство, время, частицы — это просто приложение? Именно. Сервисы и приложения, работающие поверх этого ядра. Подождите, это очень сильное заявление. То есть пространство и время — это не сцена, а просто программы? И черные дыры в этой картине. Это что, антивирус, который нашел баг? Точно. Черная дыра — это гениальный механизм изоляции сбоев. Когда где-то плотность информации становится запредельной, и сервис геометрии, наша теория относительности, не справляется и готов упасть. Система его изолирует. Да. Она не паникует. Горизонт событий черной дыры — это, по сути, firewall. Он создает песочницу, не позволяя багу, то есть сингулярности, нарушить причинность во всей остальной Вселенной. Система жертвует частью, чтобы спасти целое.
Хорошо, с операционной системой понятно, изолировали сбои. Но если пространство и время — это программы, то из чего они написаны? В отчете говорится о кодах коррекции ошибок. И вот это уже звучит как-то совсем сложно. На самом деле аналогия очень простая. Представьте, что вы сохраняете важную фотографию на жесткий диск. Если там появится один сбойный сектор, который затронет файл, Часть изображения будет потеряна. безвозвратно. Да, не очень надежно. А теперь представьте QR-код. Вы же можете закрасить или даже вырезать его часть, а телефон все равно его прочитает. Ага, там информация дублируется. Именно. Она записана с огромной избыточностью, с использованием кодов коррекции ошибок. Каждый кусочек кода несет информацию обо всех остальных. Вот так по этой модели и устроено наше пространство. То есть наше трехмерное пространство — это что-то вроде гигантского сверхнадежного QR-кода, а информация о нем записана на некой двумерной границе. Совершенно верно. Это и есть голографический принцип. А третье измерение, глубина, которую мы ощущаем, это, по сути, мера защищенности этой информации. Как это? Объект, который находится глубже внутри пространства, на самом деле просто записан на большей площади двумерной границы. Его информация более распределена и, следовательно, лучше защищена от ошибок. Ну что тогда такое расстояние? Если пространство — это не пустота, а код, что соединяет точки А и Б. Квантовая запутанность. Это и есть тот самый клей, из которого соткано пространство. Представьте пространство не как гладкий лист, а как, пиксельный экран. Или сеть узлов. Да, как в чипе. Где два пикселя информации запутаны, между ними есть связь, есть пространство. А расстояние между двумя точками — это не просто линия. Это количество шагов или вычислений, которые нужно проделать, чтобы передать запутанность от одного узла к другому. То есть пространство буквально сделано из вычислений. Именно так. Итак, у нас есть железо, квантовая информация и операционная система с пространством как кодом. Теперь самое интересное – программы, законы физики. Здесь источник предлагает гипотезу Виталия Вончурина. Вселенная – это гигантская нейронная сеть, и она постоянно учится. Да, и это объясняет очень многое. Вончурин делит все переменные во Вселенной на два типа. Есть быстрые переменные. Это материя, поля. Да, это состояние нейронов. Это все, что мы называем материей. А есть медленные переменные, это веса и связи между нейронами. Это и есть то, что мы называем законами физики. То есть законы физики — это не какие-то незыблемые скрижали, а скорее настраиваемые параметры сети. Именно. И вся Вселенная, как любая нейросеть, стремится к одной цели — минимизировать свою функцию потерь. Можно сказать, она постоянно ищет наиболее стабильное, наиболее эффективное состояние. И вот здесь начинается самое поразительное. Я весь во внимании. Когда эта вселенская нейросеть находится в состоянии, близком к равновесию, то есть она уже хорошо обучена, и ее параметры, законы, меняются очень медленно. Ага. Математическое описание ее динамики становится эквивалентно уравнению Шрёдингера. Мы получаем всю квантовую механику. Погодите. А что, если она не в равновесии? А вот когда система активно обучается, когда ее веса быстро меняются, когда она далеко от равновесия, уравнения, описывающие этот процесс, становятся эквивалентными уравнениям Эйнштейна. Мы получаем общую теорию относительности. Стоп. Это же полностью меняет правила игры. Получается, гравитация, которую мы ощущаем, это не фундаментальная сила, а скорее побочный эффект того, что Вселенная прямо сейчас решает какую-то оптимизационную задачу? Именно. Гравитация в этой модели — это проявление процесса обучения. Это не что-то статичное, а динамический процесс. Значит, в ранней Вселенной гравитация могла работать иначе. И фундаментальные константы могут меняться. Модель как раз это и предсказывает, что константы могут медленно эволюционировать или даже отличаться в разных частях Вселенной. Звучит элегантно, но есть ли хоть какие-то намеки, что это так? Что-то, что можно проверить? Это правильный вопрос. Прямых доказательств пока нет, но есть интригующие зацепки. Например, наблюдения далеких квазаров показывают, что постоянная тонкая структура, одна из констант, возможно, была немного другой миллиарды лет назад. А знаменитое напряжение Хаббла, когда разные методы измерения скорости расширения Вселенной дают разные результаты.
И это тоже. В этой модели это может быть не ошибка измерений, а признаком того, что вселенская нейросеть совершила, скачок в обучении и немного перенастроила свои параметры. Хорошо. Это уже интереснее. Но эта идея о распределенной вселенной компьютере порождает огромную проблему. Если нет центрального процессора, откуда берется общее для всех сейчас? Откуда единое течение времени? В информатике эта проблема известна как задача достижения консенсуса. Представьте несколько армий, осаждающих город. Им нужно атаковать одновременно, но среди генералов могут быть предатели. Как им договориться? Нужны какие-то специальные протоколы? Да, алгоритмы консенсуса. И самый известный сегодня пример — это блокчейн. Блокчейн. Тот, что в криптовалютах? Сама технология, да. Множество независимых узлов по всему миру должны договориться, какая транзакция верна, и записать ее в общую неизменяемую историю. Так, давайте попробуем перенести это на квантовый мир. То есть, пока мы не посмотрели на электрон, он в суперпозиции. Угу. Это как несколько конкурирующих транзакций в сети, каждая из которых может быть верной. Электрон здесь или электрон там. Идеальная аналогия. А когда происходит измерение? Окружающая среда, фотоны, частицы воздуха — все они начинают как бы голосовать за один из исходов. Когда подавляющее большинство голосов собрано, консенсус достигнут. Неопределенность исчезает. И состояние становится объективной реальностью. Да, и этот факт записывается в новый блок вселенского блокчейна. И это и есть коллапс волновой функции. А стрела времени — это просто криптографическая невозможность взломать и изменить предыдущие блоки. Именно. Прошлое становится неизменной, защищенной историей. А тик вселенских часов — это просто время, необходимое для завершения одного раунда консенсуса. Вот оно что. Тогда это должно объяснять и замедление времени возле массивных объектов. Это не искривление пространства, а, по сути, дикий лаг. Совершенно верно. Массивный объект, вроде черной дыры, это узел сети с колоссальной вычислительной нагрузкой. Ему требуется гораздо больше времени, чтобы обработать всю информацию и прийти к консенсусу. И для внешнего наблюдателя, чей процессор не так загружен, кажется, что время там течет медленнее. Это не искривление геометрии, это обычная сетевая задержка, network latency. Это гениально простое объяснение. Но тогда последний вопрос. Если в основе всего лежит эта безумно сложная квантовая сеть, почему я вижу перед собой простой твердый стол, а не мерцающий код? А вот здесь мы переходим от физики к когнитивистике. Ответ дает теория интерфейса восприятия Дональда Хоффмана. Он доказывает, что эволюция не отбирает организмы, которые видят реальность такой, какая она есть. Выживает не тот, кто видит истину, а тот, у кого более эффективный интерфейс. Именно. Как рабочий стол на моем компьютере. Я же не вижу транзисторы, вольтаж, биты. Я вижу красивую иконку папки. Я кликаю на нее и получаю результат, не вдаваясь в то, как это работает под капотом. Вот-вот. Пространство, время, физические объекты, стол, яблоко, луна — это иконки нашего видового интерфейса. Они скрывают невообразимую сложность. Чтобы съесть яблоко, нам не нужно решать уравнение Шрёдингера для его волновой функции. Нужно просто взаимодействовать с удобной и понятной иконкой. Да. Значит, мое тело, этот стол, воздух — все это не вещи, а скорее иконки на рабочем столе реальности. И мы все видим одну и ту же иконку Луны, потому что наши операционные системы подключены к одному и тому же серверу. Лучше и не скажешь. Мы все подключены к одному и тому же квантовому субстрату, к одной сети. Поэтому наши интерфейсы, хоть и индивидуальные, отображают одну и ту же согласованную реальность. Хорошо, давайте попробуем собрать все это воедино. Мы начали с того, что физика зашла в тупик, и этот отчет предлагает совершенно новый взгляд. Вселенная — это не место, а процесс. Да, это гигантский самообучающийся распределенный квантовый компьютер. Его архитектура похожа на сверхнадежное микроядро. Пространство — это не пустота, а код с коррекцией ошибок. Законы природы — это не догма, а настраиваемые веса нейросети. Время — это не река, а ритм достижения консенсуса, как в блокчейне.
а весь наш привычный мир, от атомов до галактик, И это всего лишь удобный пользовательский интерфейс, который скрывает всю эту сложность, чтобы мы могли просто жить. что самое важное, эта модель не просто философия, она дает конкретные проверяемые предсказания. Например, если пространство — это вычислительная структура, оно не может быть бесконечно гладким. На каком-то уровне оно должно быть пиксельным. Именно эта модель предсказывает существование голографического шума, фундаментальной дрожи пространства-времени. И, возможно, гравитационные телескопы следующего поколения смогут это зафиксировать. И это оставляет нас с одной, последней провокационной мыслью. Мыслью, над которой можно поразмышлять после нашего разговора. Если пространство и время — это всего лишь программное обеспечение, работающее на квантовом железе, то не является ли самый фундаментальный акт во Вселенной не движением, а вычислением? И что именно вычисляет Вселенная?